Привет, ютубщики! Спасибо за ваши комментарии, которые я прочитал, за ваши подсказки и за ваши лайки. Сегодня я хочу сделать маленький ролик о том, где подписчики спрашивают меня таких вопросов. Какая емкость, сколько весит этот блок и какая емкость всей моей конструкции, моей системы. Так, сперва начну, сколько весит этот блок. И чтобы легче это узнать, я взял весы. Я там одному подписчику писал, что приблизительно 5 килограммов. Ну, где-то так и получается. Ну, 1 килограмм, если сказать меньше. Одна батарейка или один аккумулятор весит 47 грамм. Не разных, нету совсем никакого, как сказать, емкости побольше и поменьше, все равно они весят 47 грамм. Я там у американцев смотрел, они там разговаривали, что если один этот аккумулятор весит меньше 40 грамм, там 38-39, у них емкость должна быть очень уменьшенная, но как китайцы продают и говорят, что там емкость по 5000, по 6000, можно найти в Алиэкспрессе, это неверно, и они это доказывают и измеряют мощность. Так вот, 47 грамм, и если поставить этот мой блок, который я уже сконструировал, но еще не на пайке еще нету, только собрано, эти холдеры вставлены и провод этот. Получается, что вес он весит 3 килограмма 890 грамм. Ну, это так получается. Я посчитал, если один элемент 47 грамм, то 80 элементов, здесь их 80 есть, 3 килограмма 760 грамм. Но это добавляется эти холдеры и, как я сказал, этот провод. Так вот, с этим вопросом я ответил. Кто хотел выяснить, сколько это весит, давай пойдем на следующий вопрос. Я вам покажу дальше, почему у меня получается такая емкость всей системы. Я там в одном ролике сказал, что моя система, вся емкость получается 6 киловаттов 63, ну там 6 с половиной, можно сказать, киловаттов. Получается, что что моя система имеет 14 таких блоков, и самое малое из этих блоков есть собрано по 1600 миллиампер одна катушка. Ну, такая, если так сказать, я потом покажу. Это самый маленький у меня такой блок. Ставлен 2 таких блока есть у меня из 14. И получается так, что надо считать со самого маленького емкости и посчитать вес всю систему. Не можно считать, что здесь было 24, как здесь написано, 2400, и считать, что моя система по этой. Надо считать по маленькой. И получается, что моя система там 6,5 киловатта имеет. Если бы моя система была вся собрана из этих такой емкости, это 2000, ну 400 может быть миллиампер, то была бы моя система из 14 блоков около 10 киловатт. Все подробности, как посчитается, есть Excel программа. Кто хочет, могу выслать. Напишите комментарий, что бы я вам отправил, я вам отправлю, и вы можете там сами посчитать. Так вот, на этот вопрос я ответил, сколько емкости моя система. Я еще раз покажу, как это
находится в моей системе. Так вот, еще раз, это 14 блоков, и я, как сказал, самый маленький есть вот здесь, 16. И так, да, только один 16. Этот 17, самый маленький. Так вот, так получается, что я считаю с этого самого маленького, так получается, что мои блоки считаются по 1600 миллиампер емкости, потому что если их разгружать, и если разгружать по мощности, чтобы там вольтаж упал до 2,8 и так далее, эти, может, батарейки и выдержат все, потому что их емкость есть побольше, а это уже будет сесть, и батарейки немножко загрузились. Так моя система сейчас имеет батарейки 26,4 вольта. У меня выключается, когда батарейки сядет на 22 вольта. А самое высокое напряжение, когда уже отключается зарядка, это 28,7 у меня выставлено. Так посчиталось, потому что 28,7 это когда мои батарейки загружаются до 4,1 вольт. Вся максимум вольтаж. А маленькие это 22 вольта. Это получается, что мои батарейки разгружаются до 3 вольтов и там запятаем 2, по-моему, если я не ошибаюсь. Надо еще раз посчитать. Так вот, система держит. Если еще завтра не будет солнца, она сядет еще на какой-то 1 вольт или 1,5, будет 25. Так вот, такая у меня потребность. Ну, там бывает до 200 ваттов. Еще у меня сейчас подключены эти батарейки, которые я опять измеряю. Так вот. Вот такое видео. Если есть какие-то вопросы, задавайте, ребята. Я буду отвечать вам, что я и как я делаю. Дальше я выкладу видео про то, как соединяю эти батарейки, как я паиваю их, как делаю эти концы, как я их монтирую, с какими приборами и так далее. Так что, спасибо вам за внимание. Не забудьте поставить палец, не забудьте подписываться на мой канал. Очень прошу, задавайте вопросы. Мне легче будет отвечать и показывать, чем я буду снимать какие-то ролики и не будет выгода от этого. Спасибо вам, ребята. До новых встреч. Всем альтернативщикам ставлю палец. Они этого заслуживают. Пока, ребята.